Life is short, the world is wide. I want to make some memories. Я нашла одно из самых красивых мест в Будве, чтобы сказать вам привет из Черногории. Да, я в Черногории, нежданно, негаданно. Так получилось. Ну, как получилось, мы с мамой решили, что нужно продолжать жить. Нужно немножко перезагрузиться после всего того, что произошло за последние полгода. Взяли спонтанный тур автобусный, и спустя 40 часов автобуса, это было, конечно, очень тяжело, но мы здесь и ни капельки не пожалели. В связи с войной в Украине другого варианта выезда за границу, кроме как наземного транспорта, нет. Я последний раз ездила автобусным туром лет 7 назад, после чего сказала, что больше не хочу. Поэтому я сразу предупредила маму, что будет очень тяжело, но оказалось все не так плохо. Да, ехать 40 часов, но время пролетело быстро, максимально комфортно, насколько это возможно в автобусе. И более того красиво, потому что маршрут был через украинские Карпаты, Румынию, горы Сербии и Черногории. Получился такой еще бонусный тур по горам. Итак, Будва – небольшой поселок с населением в 20 тысяч человек, но принимающий около 100 тысяч туристов в сезон. Город на побережье Адриатического моря окружен красивейшими горами. Выглядят эти пейзажи как фотообои. Первые 3 дня я просто не могла насмотреться. Сегодня мы приехали с мамой, вернее приехали. Тут весь город можно обойти пешком. Пришли на пляж Могрен. Надеюсь, я правильно называю. Как всегда, оставлю вам где-то здесь название этих пляжей. Этот пляж очень красив тем, что здесь скалы прямо над головой и очень напоминает именно пляж в Португалии. Вот, если вы такие любите дикие пляжи, то это именно те пляжи. Я просто обожаю. Такая красота. Сейчас разверну камеру и покажу вам. Мама где-то плавает. Вот. Я тоже уже только что поплавала. А водичка прохладная для меня. Это не Занзибар, конечно, но зайти можно. Зайти немножко поплавать можно. Привыкаешь к холодной воде. Но в целом, вы видите, какая красота. И это только часть того, что я могу вам передать, потому что камера, к сожалению, все равно не показывает то, что бы хотелось показать. Мама ушла вплав. Здесь уже такая более мелкая галька, и у них это называется уже, в принципе, песчаный пляж. То есть эти 2 пляжа, Могрен и еще один пляж возле Будвы, славятся тем, что они как будто песчаные. Хотя я бы не сказала, что это песок, но тем не менее он чуть приятней. Водичка прозрачная, нереальной красоты. И, как видите, здесь тоже такая мелкая галька. Но, в принципе, комфортно. И открывается второй пляж. Здесь, кстати, есть классно для детей попрыгать. Прямо в море ходит. Там рыбак просто ловит рыбу, и она себе уже пошла, поела. Вот рыбак, она вылезла только что оттуда. Уже облизывается. Доброе утро. День сегодня 3-й уже, и мы решили с мамой поплыть на соседний пляж. Это остров. Вот туда нужно купить билетик на корабль. Сейчас мы вот ждем его. Билетик туда и обратно стоит на одного человека 4 евро.
Вот, и ты себе плывешь туда. Говорят, там красиво, поэтому мы решили там сегодня целый день провести. Корабль, как водное такси, она ходит каждые полчаса туда и обратно, а последний кораблик идет обратно в 7 часов вечера. Даже песик радуется морю. Пляжи здесь очень каменистые, без тапочек никак. Нереально даже зайти в море. Такое ощущение, что будто кто-то специально набросал сюда камни. Поэтому обязательно берите тапочки. Хотела что-то сказать про это место, но мне кажется, здесь лишние слова. Виды сами за себя говорят. Решили мы с мамой поехать еще на соседние пляжи Вичичи, Рафаиловичи и Святый Стефаны. Там, говорят, очень красивые пляжи, и есть общественный транспорт, который ходит, как нам сказали, каждые 15 минут. Но вот мы пришли с утра, взяли билетик, сидели полчаса, ждали тот автобус. Потом пришел автобус, он, оказывается, весь забит. Не пускают больше там какой-то нормы. Когда следующий сидит, самое интересное, что здесь билетики продают на улице, сидит мальчик и продает просто билетики. Один билетик 2,50 евро. Вот мы купили, сидели, ждали, приехал автобус полностью забит, уехал, сидим мы дальше. Говорю, когда следующий автобус? Он говорит, я не знаю, скоро. На расписании каждый автобус ходит каждый час. То есть это сидеть час, ждать второй автобус. Так что не знаю, удастся ли нам попасть все-таки сегодня на эти соседние пляжи или нет. В принципе, можно пойти пешком, но так как жарковато, то не хотелось идти вдоль дороги. Такая ситуация. Знала бы, взяла бы такси, потому что здесь, в принципе, такси вроде как недорого. Мы все-таки добрались. Идем смотреть. Здесь вот такой вот спуск. По дороге растут гранаты. Жалко только еще не спелые. А здесь растет инжир, тоже жалко еще не спелый. Прям целые кусты гранатов. Класс. Вдоль побережья созданы специальные тропинки, проходы и даже прорыты туннели, чтобы люди могли гулять, поэтому мы долго не задерживались на пляже Святый Стефан, поплавали и пошли дальше. На каждом пляже мы поплавали, осмотрелись, пофоткались, каждый пляж разный и прекрасный по-своему. Вода чистейшая и очень соленая. Очень советую выделить отдельный день и так погулять вдоль набережной. От Будвы к Святый Стефану около 13 километров. Мы с остановками и отдыхом шли около 2 часов. Но гулять так лучше с утра или ближе к вечеру, когда солнце не так жарит. Это Королевский пляж, который раньше постоянно был закрыт, в принципе, всю жизнь он был закрыт. Но по какой-то причине после пандемии его открыли для всех желающих. Что еще сказать за эти пляжи, так это то, что все они очень чистые, обустроены, есть где помыться после моря, есть туалеты, есть где покушать, попить, есть лежаки, стоимость, кстати, которых около 10-20 евро, зависит от пляжа, но это за 2 лежака на целый день. Все удобства для комфортного отдыха. Пришли с мамой в старый город, старую Будву. Скользко. Да, здесь скользкая брусчатка. Сейчас покажу Викна вам.
Старая Буду – это маленький старинный город, окружен со всех сторон каменными стенами, неприступная крепость. В городе множество старинных церквей и соборов, узкие улочки, маленькие домики, уютные кафешки, сувенирные лавки, отели и множество туристов. Но тем не менее, там все еще живут местные. Лично я просто обожаю бродить этими атмосферными древними улочками, хотя, честно сказать, жить бы так, наверное, не смогла. Мама сейчас что-то потеряла среди детей и конфет. Решили мы с мамой разбавить наш пенсионерский отдых на пляже и заказали экскурсию в Бока-Которский залив, Бока-Которская бухта. И сейчас вот уже находимся на кораблике. В экскурсию входит прогулка на корабле по Которскому заливу, виды захватывающие, поэтому плыть одно наслаждение. Также для желающих была возможность за дополнительную стоимость посетить Голубую пещеру. А для тех, кто не хотел, можно было просто поплавать в это время в заливе, пока ждем остальных. Доплыли к старому городу Котор. И сейчас у нас будет небольшая экскурсия с гидом. Впервые в жизни буду ходить на экскурсию с гидом. Раньше мы с Максом всегда как-то проходили мимо эту часть путешествия. Посмотрим, даже интересно такой опыт получить. Экскурсия прошла быстро и информативно, а потом нам дали немного свободного времени, чтобы насладиться красотой города. Старый Котор – это крепость, которую окружают стены высотой 20 метров. Попасть в Котор можно через один из 3 главных ворот, и также нужно оплатить туристический сбор около 1 евро в сутки, но в нашу экскурсию это было включено. Город очень красив, стоит прямо у подножья горы, из-за чего не раз страдал от землетрясений и не раз, конечно же, перестраивался. Но тем не менее, виды из окон и просто виды из улочек впечатляют. Пару слов о еде. У нас в номере кухни не было, поэтому в основном кушали в кафешках и ресторанах. Цены плюс-минус одинаковые, но, конечно, на набережной у моря будет на пару евро дороже. Вдоль набережной также можно найти фастфуды, если хочется недорого перекусить. Мы зашли с мамой поужинать и решили заказать себе что-то легкое, салатики. Вы только посмотрите на эти порции, особенно мамин. Салат с тунцом. Легенькая, наверное, называется. Ой, что-то летает. С таким видом шикарным сидим.
Сходили также на местный рынок, где можно купить в качестве сувениров прошутто, вино, оливки, масло, сыры, фрукты и овощи. Цены адекватные, советую торговаться, все очень приветливые и делают скидку. Итак, сегодня финальный день, подведем итог. А итог таков, конечно же, Будва, Черногория, просто прекрасная страна. Будва очень классный, насыщенный город, прекрасно подойдет для тех, кто хочет не просто полежать на пляже, но где-то потусить, погулять, посмотреть, полазить. Здесь и магазины, и развлечения, на каждого найдется какое-то свое развлечение, и на людей в возрасте постарше, и на детей, и на молодежь. Так что, да, не зря мы выбрали Будву, потому что перед этим нам с вами предлагали Беччи и Рафаилович. В принципе, здесь можно пройтись, мы ходили с мамой пешочком. В течение часа можно дойти до пляжа Беччи и Рафаиловичи. Вот. Но все-таки комфортнее в Будве, когда все в пешей доступности. Кстати, еще один классный плюс, что город очень маленький, и действительно вот все в пешей доступности, можно пройти, прогуляться, потому что погода прекрасная, виды замечательные. Не зря я эти 3 года так хотела сюда приехать. Именно в Черногорию. Правда, были немножко другие планы на Черногорию, но ничего, хотя бы вот так. Тобі сподобалась Чорногорія? Ой, захват. Хочу ще сюди повернутися. Повернемося обов'язково. За это короткое время мне действительно удалось отвлечься, и судя по довольной маме тоже. Вот. И, если честно, впервые в жизни мне не хочется возвращаться домой. Как вспомнишь, что ждет там, то просто не хочется. Но так как там родные, так как там Макс, то, конечно же, с другой стороны хочется. Короче, мне весело. Ну да ладно, здесь о хорошем. Так вот, я очень советую посетить Черногорию. Прекрасная страна, есть свои какие-то нюансы. Вот в плане минусов я нашла для себя 2 минуса. Это то, что здесь курят на пляжах, в кафе, и так как я не курящий человек, мне неприятно сидеть на пляже, я хотела подышать морем и воздухом, а в итоге нюхаю сигареты. Неприятно. Вот. И второй минус — это то, что город очень маленький, дороги узкие, и много машин, соответственно, все машины стоят на тротуарах. Просто тебе приходится каждую машину вот так вот обходить. Ну, я понимаю, почему так, потому что действительно негде машины поставить. Так как я водитель, то я их прекрасно понимаю. Но, с другой стороны, меня это жутко бесит. Меня это всегда бесило в Украине, в Киеве. К счастью, последние годы у нас в стране с этим борются. Вот. Здесь это уже стало напрягать, потому что уже привыкла к тому, что в Украине такого стало меньше. Ну, в Киеве так точно. Вот. Так это такие вот для себя нюансы, минусы. Но в остальном, конечно, страна прекрасная, город прекрасный. И я очень советую всем сюда приехать. Всем пока. С вами была Анастасия Кривицкая.